Косово – небольшой город, находящийся в Беларуси, Брестской области и в Ацевичском районе. Находится в 15 километрах от районного центра. Население Косово – 1850 человек по состоянию на 2016 год. Первые поселения на территории Косово возникли в X-XI столетиях. В письменных источниках впервые упоминается в 1494 году. В 1510 году великий князь Сигизмунд Старый выдал грамоту на проведение в городе торгов и ярмарок. В это время Косов стал центром района, но согласно административно-территориальной реформе 1565-1566 годов вошел в состав Новогрудского воеводства. В 1795 году в результате третьего раздела Речи Посполитой Косов оказался в составе Российской империи. С 1915 по 1918 годы находился под немецкой оккупацией. С 1939 года вошел в состав БССР. С 25 июня 1941 по 12 июля 1944 был под немецкой оккупацией. С 20 сентября 1947 года входит в состав Ивацевичского района. Несмотря на небольшие размеры города, здесь есть на что посмотреть. Первой достопримечательностью, встречаемой по дороге из города Ивацевичи в Косово, является старое кладбище. Особенностью данного кладбища является католическая каплица, построенная в 1859 году. О данной каплице почти ничего не известно, но ее особенностью является то, что в ее стену вмурованы старинные надгробия, на которых просматриваются подписи на польском языке. Это Троицкий костел. История костела берет свое начало с 1626 года, когда на месте нынешнего костела с опегами был построен деревянный. Именно в нем 12 февраля 1746 года был крещен Тадеуш Костюшка. Но костел сгорел, и в 1877 году храм был перестроен в камне и приобрел современный вид. К северу от города находится урочище Меречевщина, настоящая жемчужина Косовщины. Здесь находятся две знаменитейшие достопримечательности района – дворец Пусловских и усадьба Тадеуша Костюшка. Анджей Тадеуш Бонавентура Костюшка – один из самых знаменитых и уважаемых героев Беларуси и Польши. Он родился в этом здании 4 февраля 1746 года. Участвовал в войне за независимость США и в восстании 1794 года за возрождение Речи Посполитой. Является национальным героем Польши, США, Литвы и Беларуси, почетным гражданином Франции. Усадьбу ждала не такая светлая судьба, здание обветшало, а во время Второй мировой войны и вовсе сгорело. Только в 2001 году археологи обнаружили основания и подвалы постройки, после чего начали масштабно восстанавливать усадьбу. Открылась усадьба для туристов 24 сентября 2004 года. Напротив усадьбы расположен дворец Пусловских, также известный как Косовский замок. Дворец был заложен в 1838 году Бандалином Пусловским. Во время строительства в раствор добавлялся желток и кровь крупного рогатого скота. Косовский дворец по-своему уникален. Здание состоит из центрального двухэтажного корпуса и двух боковых крыльев, а благодаря граненым зубчатым башням его часто называют миниатюрным замком. Каждая башня символизировала месяц года, при этом 4 центральные, в честь урожайных мая, июня, июля и августа, самые высокие. Во дворце 132 комнаты. Говорят, что в парадном зале был стеклянный пол, под которым плавали экзотические рыбки. Граф Пусловский очень любил свою жену. Он устраивал летом зиму, рассыпав соль по земле, и его супруга каталась в санях с лошадьми. Но беспечной жизнью дворец прожил недолго. Следующий владелец дворца, Леонард Пусловский, проиграл имение в карты. Далее имение не раз переходило к новым хозяевам. В годы Первой мировой войны дворец разграбили, многие ценности вывезли за границу. С 1921 года здесь размещались управление округом и школа пчеловодов. Во время Второй мировой войны замок был сожжен партизанами, так как они боялись, что захватчики могут устроить в нем засаду. Дворец полыхал 10 дней, и от дворца остались только голые стены. В 2008 году была начата реконструкция. В конце 2017 года дворец открылся для посетителей. Вокруг дворца ходит много легенд. Например, хозяева для охраны замка выпускали ночью льва, вспоминают и музыкальную особенность дворца. Если на втором этаже восточной стороны, став на подоконник, кто-то громко хлопал в ладоши, своды здания начинали издавать мелодичные звуки. А одна из самых красивых легенд гласит, что между Косовским дворцом и резиденцией Сапегов в Фружанах существует подземный ход, шириной в карету и тройку и длиной 25 километров.
Город Косово очень богат на различные архитектурные и исторические достопримечательности, тем самым он будет очень интересен туристам и путешественникам.